Хроническая марганцевая интоксикация – одна из наиболее тяжелых и малообратимых форм профессиональных нейротоксикозов. Распознавание заболевания в начальных стадиях затруднено из-за раннего развития психической заторможенности и некритичности к своему состоянию. Рассмотрим два случая выраженной стадии хронической интоксикации марганцем. Вы видите больного 59 лет с хронической марганцевой интоксикацией тяжелого течения. Лицо больного гипомимично, речь смазанная, с повторением слов и слогов по типу эхололии. В 1942 году. В 1941 году пошел на фронт. В 1946 вернулся. Три раза ранен был. Работал троллейбусы, водить троллейбусы. Потом летейщиком. Потом на электродную устроился, на электродную 3 года работал на электродном заводе. Там заболел. Хроническая марганцевая. Кроме ослабления акта конвергенции, со стороны черепно-мозговой иннервации отклонений не обнаружено. Нистагма нет. Носогубные складки симметричны, язык по средней линии. В данном случае следует обратить внимание на явление мышечной дистонии. Наряду с гипотонией наблюдается нарастание пластического тонуса по экстрапирамидному типу в виде зубчатого колеса, что довольно демонстративно при исследовании тонуса мышц рук. Сухожильные рефлексы оживлены. В клинической картине марганцевой интоксикации преобладают явления экстрапирамидной недостаточности с преимущественным поражением ног. В разгибателях ног у этого больного повышение тонуса чередуется с его снижением. Коленные рефлексы оживлены. Парез стоп, развившийся через несколько месяцев после прекращения работы в условиях воздействия марганца, особенность этого случая. Из патологических рефлексов отметим симптом Бабинского, более выраженный справа и непостоянный слева. Других патологических знаков нет. Нарушение синергии можно наблюдать при вставании больного с кровати. У больного остается выраженной спонтанная проэретропульсия, из-за которой он часто падает неожиданно для окружающих. Дистония в мышцах-антагонистах ног определяет своеобразие походки. Гипертонус мышц сменяется их гипотонией. Напряжение мышц рук ведет к расстройству дифференцированных движений при письме. Почерк становится мелким, трясущимся, искаженным и неразборчивым, явление микрографии. В выраженных случаях марганцевого паркинсонизма в первые годы заболевания наблюдается насильственный смех и плач. Другой больной,
59 лет, 2 года и 3 месяца работал дробильщиком марганцевой руды. Обращает на себя внимание гипомимия, застывание улыбки. В прошлом часто возникали приступы насильственного смеха. Заболевание у него обнаружено случайно, через 5 месяцев после прекращения работы. При осмотре выявляется небольшое ослабление акта конвергенции, носогубные складки симметричны, язык по средней линии. Тонус мышц рук не изменен. Сухожильные рефлексы несколько оживлены. Тремора конечностей нет, тогда как в начале заболевания он был резко выраженным. В разгибателях ног можно отметить повышение мышечного тонуса. Коленные рефлексы оживлены с небольшой асимметрией, слева несколько выше, чем справа. Нарушение синергии отмечается при вставании с кровати. А также проявляется в отсутствии содружественных движений при ходьбе. Руки висят как плети вдоль туловища. Пропульсии практически нет, однако выражена ретропульсия. В заключение следует отметить, что обратное развитие в выраженных случаях хронической марганцевой интоксикации незначительно. Уменьшается сонливость, явление насильственного смеха, слюнотечения. Основные симптомы, обусловленные нарушениями двигательного анализатора, тонуса мышц, психики, носят стойкий, малообратимый характер. Поэтому диагностика начальных форм особенно важна. Только на этом этапе возможна полная компенсация патологического процесса.